Здрасте, Мария. Здравствуйте, Михаил. Здрасте, слушатели. Голос бодрый, а тема не очень. Мы неделю-две назад говорили о том, что нас радует и делает счастливыми. А сегодня я хочу поговорить о том, что нас огорчает и делает несчастными. Давайте за людей не буду гадать. Кого-то отсутствие денег делает грустными, отсутствие любви, возраст, болезни, знаете, смерти. Я бы сказала, отсутствие денег немножко огорчает все-таки в жизни. Когда мало денег не хватает, огорчает. А когда много, вызывает страдания. Вот. А на самом деле буддисты считают, что когда у тебя нет желания, то ты, в принципе, не сильно и расстраиваешься. И многие беды и расстройства от того, что человек все время что-то хочет. Но мы не будем философствовать. Я задал конкретный вопрос, что вас огорчает, из-за чего вы грустите. И это сегодняшняя тема нашего разговора. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мари. Меня зовут Виктория. И огорчает меня несправедливость этого мира. Михаил, подскажите, как с этим бороться? А именно огорчает, когда ты по-человечески, с такой открытой душой относишься к людям, а люди почему-то делают очень подлые вещи, и ты в сферу своей воспитанности не можешь им ответить той же монетой. И это огорчает. Подскажите, как поступать в этом случае? То есть вы считаете, что так, у вас всегда происходит с людьми, когда вы им открываетесь, они с вами подло поступают, или это такой конкретный один случай с конкретным человеком? Это, наверное, прослеживается в моей жизни, да, что достаточно так честно поступаю. Я работаю просто педагогом. А пример приведите, потому что очень интересно, может быть, как это в реальной жизни выглядит. Допустим, я работаю няней, проработала в семье, очень так добродушно относилась к ребенку. И в какой-то момент приехала бабушка, увидела эту взаимосвязь. Приревновала, наверное, да? Да, приревновала и начала гадости говорить, причем очень такие низкие, мерзкие, что это обслуживающий персонал. В общем... кому она это говорила? Ребенку. И ребенок начал мне это транслировать, говорить, что... почему вы не сказали, тем, кто вас нанимал, или бабушке, неважно, что если она еще раз рот откроет, то я с вами больше просто не работаю? Я так и сделала, и я не работаю. Теперь я расскажу про общее. Вы сказали, Михаил, скажите мне, как мне жить с этим, да, когда такие... Я вам не по поводу такого отношения, а по поводу несправедливости как таковой хочу рассказать. Тема, на самом деле, очень философская. И когда люди живут в гармонии с собой, им кажется, что мир гармоничен и справедлив. Когда они живут в дисгармонии с собой, то они считают, что все несправедливо. И я тогда вспоминаю очень интересную заставку у какого-то канала «Дикой природы». То ли прямо это Animal Planet, то ли «Дикая природа», то ли «В мире животных», я не помню. Там очень интересная заставка с текстом. Значит, заставка такая. Выпрыгивает прямо снизу вверх во весь экран олень. Наперерез ему вгрызается в глотку, не помню, тигр, по-моему, и загрызает его. И прямо кровь такая. Тут звучит музыка. Видите? Мария уже договорилась с этим миром, ее же ничего не волнует. Да, так что я хочу сказать. Идет такая надпись. Не вмешивайтесь, это дикая природа. То есть с точки зрения оленя, мир несправедлив, правильно? Но с точки зрения природы она так устроена. Мы, люди, едим мясо, в принципе, тоже так же убиваем животных и так далее. Вообще, наша, деятельность физическая, она наносит ущерб природе в разных ее проявлениях. Там нефть, выкачивание газа, озоновые дыры и так далее. Это не то, что хорошо или плохо. Как сказал замечательный юморист 90-х Андрей Кнышев,
Он сказал, так уже устроен человек. Тебе уже так не устроится. Так вот, я вам хочу сказать, что так устроен мир. Это вопрос справедливости в том смысле, что как вы себя чувствуете. Да, вот вам сейчас обидно, вы говорите, мир несправедлив. Завтра вы найдете нормальную, вменяемую семью, я вам, собственно, желаю этого. Вы скажете, не, ничего, жить можно. Поэтому я вам хочу сказать, вот эта вот заставка в этом канале, да, «Дикая природа», она очень философская с точки зрения отношения к несправедливости мира. Потому что она говорит, что, ну да, вот вы сейчас видите, как травоядное животное прыгает, а хищное животное его съедает. И вам кажется, особенно если вы маленький ребенок, вот, например, ребенок плакать прямо будет. Но ребенок поплачет, а на ужин попросит вот эту самую косулю к себе в виде стейка или котлеты. Поэтому вот это устроено так же. Кстати, я хочу еще любопытную вещь сказать, почему-то я вдруг на животных перешел. Я как психолог очень часто иронизировал над веганами. Ну, у меня была такая мысль, что веганы... Мария, вы что улыбаетесь? Вы веган, что ли? Нет, что вы. Я просто читаю СМС-портал. Там написано: «Михаил, меня огорчает Армус». Если только вас. И не говорите, полмира уже огорчило. Да. Так что там с веганами? Но Мария работает для тех, кого она радует. Я все время иронизировал над веганами, что вот это такой страх смерти. Ну, то есть, и непринятие себя как человека, как хищника. И любил на эту тему пошутить, тем более мне представилась неограниченная возможность. Несколько лет назад мне доверили вести передачу на канале СТС «Супермамочки», а там половина мамаш было вот эти самые сыроеды, веганы и так далее. Но я, конечно, так оттянулся по полной программе, считал, что я такой прям умный, остроумный, прям пошутил в кассу, а очень смешно. Типа, ну, хочешь, ешь мясо, не хочешь, не ешь. Медведь, например, может есть мясо, может не есть мясо. Ну вот, и вдруг одна в Латвии женщина, веганка такая, есть такие активные веганы, которые очень пропагандируют это. Не просто типа я не ем и все, спасибо, она прям чтоб все не ели. И только я рот открыл на эту тему с ней побазарить. Как она мне говорит, Михаил, ну подождите, у животных и у медведя нету выбора, а у человека есть выбор. И в этом разница. И первый раз в жизни... А мне скоро 60, я вдруг задумался, а что я так прямо стебался-то? На самом деле для нас это вопрос выбора, а для животных это не вопрос выбора. Мы не можем себя сравнивать с животными. Интересно, Мария, да? Интересное сообщение в разных формулировках приходит. Я вот в этой прочитаю, кто это. Вас просит Марина Абис, вот тут же после того, что вы огорчаете одну... Огорчить кого-то на бис. Нет, другой просит те, которые ваши фанаты, говорят, а можно... «Мелодия жаворонок», это так называлось то, что вы начали петь, в исполнении Марины Абис. Прекрасно. Я лучше это время на сообщение потрачу. Михаил, смотрите, пишет: «Добрый вечер. Очень сильно огорчает, когда в голове уже создал какие-то планы на будущее, и они начинают рушиться. А ты все стараешься компенсировать, и ничего не получается, и просто опускаются руки. Вот как восстанавливаться в таких ситуациях?» Кстати, правда, было и еще сообщение. Что пишет? Огорчает, когда уже создал какой-то план на будущее, а план начинает рушиться. Ты стараешься достичь того плана, образа, который ты уже создал, но ничего не получается. И в этот момент совершенно опускаются руки, потому что ничего не получается. Очень огорчает, когда представление о будущем не совпадает с тем, что происходит. Ну, конечно. Любой бы обломался на этом месте. Рассказываю. Есть такая идея, что вы должны не полностью менять что-то, а начинать с маленьких шагов. То есть не сразу вот весь план, и теперь он у меня не пошел, и теперь у меня фрустрация, я расстроен и так далее. А так, чтобы вот я сделаю один шажок, потом сделаю следующий шаг. Тогда вы каждый раз будете находиться в рамках своего плана. Это первое. Второе. Можно не делать планы. Вот я стараюсь жить, особо не заморачиваюсь на какие-то жизненные цели, у меня их, я думаю, практически нету. Хотя сейчас пытаюсь книгу сделать для американского рынка. Ну, в смысле, для англоязычного рынка свою. Потому что в России она уже около 2 миллионов экземпляров выпущена за 3 года. Думаю, в Америке должна тоже пойти, да и в Европе. Вот. Если что-то не пойдет, я не думаю, что меня это сильно расстроит.
Но я как бы вот не очень, так сказать, планы сам имею в голове, и вам, думаю, тоже я не вижу в этом смысла. Надо стараться радоваться жизни, а не планировать ее. И последнее, когда вы имеете планы, вы можете сами с собой договориться, что эти планы могут не сбыться. То есть вы как бы заранее предполагаете вот то, о чем говорят буддисты. Буддисты предлагают сразу обесценить свои желания, и когда вы их обесцените, вам будет не так больно, как сказал покойный Островский, за бесцельно прожитые годы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мари. Меня зовут Женя, и у меня такая достаточно серьезная история, которая меня огорчает. На протяжении уже достаточно долгого времени я пытаюсь захотеть детей. Я изначально думала, что я не готова, потом я разбиралась с психологом о каких-то детских своих травмах, которые могли бы послужить тому, что я не хочу. Дальше было несколько попыток даже завести детей, которые все заканчивались плохо. И вот сейчас я на продолжении истории, когда мне нужно войти в эко-протокол, и я иду на это все, одновременно с этим меня очень сильно огорчает, что у меня нет искреннего желания. Я уже понимаю, что оно и не появится, скорее всего, но как вот примириться с этим и делать это с такой душой спокойной, что ли. А, честно говоря, никак. А зачем? А может быть, вы не будете делать то, что вы не хотите? Просто, если бы я не хотела, я пыталась разобраться с этим. Если бы я не хотела, я бы, наверное, не предпринимала столько попыток. Сколько вам лет? Мне сейчас 36 лет. Поэтому вы предпринимаете попытки. Это началось, когда мне было 25, и тогда я уже тоже пыталась с этой проблемой разобраться. Сначала мирно. Давайте разберемся, я пока не очень вас понимаю. Вы говорите, что я не очень хочу иметь детей, но я по какой-то мне пока непонятной причине упорно пытаюсь этих детей зачать. Я правильно понимаю? Все правильно, да. Зачем, если вы не очень хотите, вы их хотите зачать? Я пыталась разобраться с этим. Я не могу себе дать такой однозначный ответ, что я не хочу, что я вижу свою жизнь без детей, и мне от этой мысли бы становилось хорошо. То есть я как будто бы себя немножко обманываю, но я уже так закопалась в этой во всей истории, что просто нахожусь в постоянном ощущении какого-то огорчения от того, что это желание не приходит с возрастом. Это получается, мне не надо. Вы знаете, мне такое впечатление, что вот многие молодые люди, они по молодости так часто с девочками занимаются сексом. Потому что, нельзя просто так вот раз и без этого. А зачем тогда мы общались? А что я друзьям расскажу? Вот есть слово «надо». Вот это похоже. Сейчас я свою молодость вспомнил на ваше деторождение. А как же это галочку поставить? Потом стыдно людям в глаза смотреть будет. И я что хочу вам сказать. Вам 36 лет. Если вы не родите, вы, во-первых, всегда можете усыновить ребенка. Согласны с этим? Теоретически, да, но этот вариант меня совсем не прельщает никак. То есть все-таки не совсем вы хотите детей, правильно? Да. Но как отпустить себя и быть с собой честной? Потому что я не могу нечестно сказать, что я не хочу, и нечестно сказать, что я хочу. Нет, у вас вопрос нечестности. Вы никого не обманываете, себя тоже не обманываете. У вас другая проблема. У вас проблема называется амбивалентность, когда вы хотите какать и есть одновременно. У вас в этом проблема. Это не вопрос лжи, неправды. Это вопрос того, что вы вообще не понимаете, чего вы хотите, и вы хотите еще разнонаправленные вещи. Да их вы тоже не понимаете. Очень может быть, что, например, ваше желание связано с социальными ожиданиями. Что любая женщина должна хотеть детей, тогда она должна, как состояться как женщина. А если нет детей, то она неполноценная и бла-бла-бла. Это же может на вас повлиять? У меня нет таких к себе требований, да. То есть А родители ваши, вы замужем ли?
Да, я замужем, родители, конечно, ожидают, А муж? но это не является главным. А муж? Я решила завести. Мне скорее жалко эту возможность Подождите, не использовать. я про мужа спросил. Муж есть. Нет, он не может не есть. Я спросил, хочет ли он ребенка. Да, он хочет. Но видите, как получается без вас, сколько желающих, чтобы вы родили. Да, но я же сама не могу отказаться от этой идеи и разрешить себе не хотеть. Во мне что-то есть такое, что противится этому. Ну, я не исключаю, что вот эти ожидания и от мужа, и от родителей, и от общества, и такие социальные паттерны, привитые с детства, вот они и противятся. Я не хочу никаких выводов из этого сделать. Это ваша жизнь, живите как хотите, но просто немножко намордник отпустите, не надо так прямо туго-то завязывать. Родите вы или не родите, это принципиальной роли не играет, вот по какой причине. А если вы не сможете, вы, наверное, ЭКО делаете, и у вас не получается, еще раз медленно повторяю, если вы не сможете, но остро захотите детей, вы всегда можете осчастливить ребенка из дома ребенка, потому что там находятся тысячи детей, если мы о России говорим, которые несчастные абсолютно, им лучше эту передачу не слушать, что делает вас несчастными, их все делает несчастными, они сироты. И если вы можете установить такого ребенка, то и вы будете счастливы, и ребенок. Но так делают люди, которые в принципе хотят детей. А когда вот идет такое, что только там, чтобы моя кровь была, а муж говорит, и чтобы моя кровь была, а родители говорят, и чтобы еще наша кровь была, тогда это уже не сколько про ребенка, сколько про какие-то социальные ожидания от всех сразу. Денис нам пишет, что лично он, Михаил, сексом для галочки никогда не занимался. И, очевидно, никому не советует. Я Дмитрия прочитаю сообщение как раз по теме. Добрый вечер. Меня очень сильно огорчает, что я один, и рядом со мной нет любимого человека, и я никак не могу его найти. А я хочу прийти домой и просто обнять близкого человека. Как быть и как отпустить эту мысль огорчения? То есть хочет обнять, а некого. Именно. Во-первых, можно заменить человека на животное. Волнистый попугайчик, черепашка, рыбок фиг обнимешь, собачка, кошечка. Объятие с черепашкой. Не объятие, черепашкой. а просто, ну да, маленькая. А просто, чтобы было, чтобы не один был человек, правильно? Он же об этом пишет. Ну, то есть вы предлагаете заменить каким-то другим человеком? Я просто, я начинаю издалека. Как можно? Он же не про любовь, он про то, что он дома один, да? Да, что нет... Как писал Есенин, и некому руку пожать, и некому морду набить. Так вот, процитируем. Нет рядом любимого человека. Все-таки речь идет о любимом человеке. Но вот человек, это как сам человек думает, это венец эволюции. Я так не думаю, но человек так думает. Вот. И вот этого нету. Можно начать издалека. Какие-нибудь мелкие грызуны, кошечка, собачка. И потом, чтобы человек себя не чувствовал одиноким. Вот. И дальше дойти до человека. Это первое. Второе. Это очень сложная вещь. Я хочу сегодня рассказать очень интересную вещь, Мария. Можно, конечно, посоветовать найти любимого человека и жить с ним, но выдающийся актер Уилл Смит сказал следующее. Счастье моей жены – это ее ответственность. Это не я должен делать ее счастливым. Она должна быть счастливой. И я должен быть счастливым. И тогда мы будем счастливы вместе. А когда люди говорят, что я несчастлив, пока у меня этого нету, то это заранее инвалидные отношения. Потому что когда человек встречает другого, то он вместо костылей служит ему типа подушкой, там, чем-то плюшевой мишкой и так далее. И вот правильно сказал Уилл Смит. Вот, и не только актер хороший, но и человек умный. Он прям так и сказал. Кстати, вчера я смотрел альбом, и там была милая фотография, где этот самый Боб Дилан стоит в обнимку с Мухаммедом Али. Он вот так под мышку дышит. Ну вот, так я хочу сказать, что это очень интересный момент. Вот типа дайте мне человека, я буду счастливый, он меня сделает счастливым. Нет.
Он говорит, нет, Уилл Смит, говорит, это не моя зона ответственности, это она должна быть счастлива. Давайте кого-то сделаем, если не счастливым, то, по крайней мере, с работой. Нам в начале этого часа звонила няня. И вот Анна из Москвы пишет, я умоляю, дайте, пожалуйста, контакт женщины, которая работала няней и звонила в эфир. Сейчас я в поиске, мне очень понравился голос в эфире, показался добрым и милым. Если вы нас еще слушаете, пришлите, пожалуйста, телефон, а я его тогда отправлю Анне. Ну, Мария, вот вы прямо Снегурочка и Дед Мороз в одном лице. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, очень рада, что я дозвонилась. Михаил, здравствуйте, Мари. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. И могу задать вопрос. Да? Алло. Да. Да. По поводу того, что меня огорчает. Меня огорчают сейчас мои дети. У меня 5 детей, и старшие 3 подростки. И если младшие такие живые, веселые, и все время с ними вместе что-то можно сделать, то старшие стали хмурыми, необщительными, их сложно. Ну, вот я смотрю на них и думаю, ну что же они не похожи как-то ни на меня, ни на мужа. Они стали хмурые, ходят все время. А сколько им лет? Им 17, 14 и 13. Это оно. Это подростковый переходный возраст, это пройдет, их скоро отпустят. Да, то прям как-то меня это огорчает. Понимаю. И как-то всю семью разлаживает. Потому что мы такие активные, и вдруг дети стали... Они переживут этот период. И не играть, и не гулять, да, извините. Да, они переживут этот период, все будет хорошо. Я хочу сказать, Мария, я просто в шоке. У нас сегодня прямо передача «Жди меня». Читаю. Можно я это прочитаю? Давайте. Это я только что писала. Вот мой номер. Это мужчине, которому некого обнять. Меня зовут Ксения, есть дочь и кот. И мы все любим обниматься. Так, мужчину звали Дмитрий. Я проверила на аватарке. Да ладно. Да, симпатичный, кстати. Ксения, вы слышите? Раз Мария говорит симпатичный, а у нее 100% зрение, то она такая и есть. Поэтому вот Ксения оставила телефон, и вы можете, Мария, как фея добрая, передай Дмитрию телефон Ксении. Копипастом. Хорошо. Давайте так и То есть сегодня мы нашли няне работу. Мы соединили... А эта передача такая вроде грустная, да, по названию. А копнешь... Там еще более грустно. Залежи просто начинаются. Что вас огорчает? Об этом мы сегодня говорим. Хорошо, я Дмитрию передам ваш телефон, Ксения. Добрый вечер, мне 21, и меня огорчает то, что я встречаюсь с парнем уже 4-й год. Секса нет и не было, это отказ с моей стороны. Физически хочется, эмоционально нет. Понимаю, что он просто не мой человек, и расстаться не получается. Также есть страх, что в следующих отношениях я буду жалеть, что первый раз был не с ним. Вопрос, возможно ли расстаться с человеком, не испытывая чувство вины, что не позволила себе все. Как накручено-то? Ну, конечно, возможно. Большинство так и расстается без чувства вины. Ну уж тем более за то, что я думал, за парня может вина какая-то. Да нет, говорит, что сама не переспала. Вот оно как бывает. Мария, прям мне так нравится передача наша. Такие у нас слушатели интересные. Поехали дальше. Добрый вечер. Говорите. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. У меня такой вопрос. Меня сейчас делает несчастной то, что я не могу принять решение в своих отношениях. Ой, а может мы вам прямо эту проблему решим сейчас? Хотите? Да. Давайте, рассказывайте, только коротко. Что за отношения, какая проблема и какое решение? Отлично. Значит, отношения у меня с мужем, мы живем 10 лет вместе, и последние 1.5 года я начинаю искать в нем сама недостатки, что мне не устраивает. И вопрос в том, это просто любовь прошла, и это дохлая лошадь, которую надо выкинуть, или это просто кризис какого-то там возраста, и надо что-нибудь сделать, обождать, может быть. Мне все варианты нравятся, кроме дохлой лошади. Потому что он живой и не лошадь. Смотрите, есть предложение, как эту проблему решить. Как ее решают психологи, советуют во всем мире. Вы с мужем можете 3 месяца пожить раздельно. И у вас есть 3 правила. Вы не должны выяснять отношения.
Вы не должны обсуждать друг друга, вы не должны заниматься сексом друг с другом в течение 3 месяцев. Зачем это делается? Что в течение этого времени вы бы не решение принимали, а вы почувствовали, хотите ли вы дальше жить с этим человеком или нет. Что скажете? Ну, я уже об этом думала, съехать на несколько месяцев и прочувствовать вот этот именно момент. Да, но здесь должны правила четко соблюдаться. Это не какая-то игра в зорницу, а это серьезная вещь. У вас дети есть? Нету. Ну, так не так болезненно будет, но вот я очень предлагаю вам это сделать, и через 3 месяца что должно произойти? Безо всяких ваших волевых усилий у вас будет чувство, или вы, слава богу, мне одной гораздо лучше, или я прямо не могу жить без него. И, соответственно, с этим вы примете решение. Я вам желаю успехов. Ну, большое вам спасибо. Как оно пошло про обнимашки-то сразу? Еще тут телефон, мне необходимо обнимашки. Я просто уже не могу понять, кого с кем свести, кто кого хочет там обнимать. еще ребенок и кот. Ребенок, кот это святое. А вот смотрите, что Вероника нам пишет, 33 года. Михаил, добрый день. Меня огорчает то, что я не могу построить отношения. Такое ощущение, что мужчины от меня бегут. Начинается все хорошо, но потом быстро пропадает. Есть вторая часть. И еще не могу определиться с профессией. 7 лет отработала в банке, ушла и не могу найти себя. Такие вот 2 части от Вероники. Грустно. Я что хочу сказать Веронике? Вероника, я вам желаю найти свою работу, найти, хочу сказать, свою мужчину, своего мужчину, правильно? Мария даже не слушает, что я слушаю. Я считаю, что мужчина должен быть свой, конечно. Да. И разобраться в том, почему так не бывает, что хорошо начинается, потом быстро пропадает. Я часто об этом рассказывал. У меня была такая лекция, я бы сказал, хит под названием «Как выйти замуж». Почему кто-то 5 раз выходит, а кто-то ни разу. Вот там мы это обсуждали. Не бывает на ровном месте ничего. Всегда есть какая-то причина, надо разобраться. А у нас звоночек или сообщенница? Так, Таня, 39 лет, город Псков. Меня огорчает то, что я не могу сделать свой проект. У меня нет 3 миллионов рублей. Всегда есть проблема. Заработать на сейчас, ну, например, на квартиру, на дочь, на еду, а на свое дело у меня не получается отложить. И Таня уже заранее нас обнимает, потому что все мы любим Таня, обниматься. Во-первых, я вас тоже обнимаю. Во-вторых, что я вам хочу сказать, дорогая Таня? Вот я, вполне себе успешный психолог, и нормально зарабатываю. Я умудрился каким-то образом всю свою жизнь делать так, что я не вкладывал деньги ни во что. Например, сейчас, когда я собираю, как уже Мария пыталась язвительно пошутить, стадионы, Мария, ни копейки не вкладываю в рекламу, например, то есть вообще ничего не вкладываю. Далее, у меня даже был проект, который просто нельзя без денег сделать. 20 лет назад или 15, я не помню, мне вдруг по молодости ударило, я сделал ночной клуб для иностранцев. Тут вообще нельзя сделать без денег, правда, ночной клуб? Я нашел инвестора. Ночной клуб нельзя без алкоголя сделать, как вы знаете. И алкоголь без денег тоже стакана не выпьешь. Вот, я нашел инвестора. То есть, на самом деле, я хочу... Таня, да, нам жаловалась? Дорогая Таня, можно найти любой проект, что-либо сделать, не вкладывая деньги. Весь мир строит небоскребы, беря суду в банке. Вообще мало кто из людей берет свои деньги, продает правую почку и начинает проект. В основном люди берут инвесторов, соучредителей и так далее. Вот сколько я работаю, а я много уже лет работаю, я думаю, что я работаю больше 45 лет в этой жизни. Я как-то умудрился, и у меня, кстати, достаточно большое хозяйство. Но я много чем занимаюсь там. Книги, лекции, книги. И я как-то ни во что не вкладываю. Но я думаю, что вам надо подумать, как так сделать, чтобы не вкладывать. Мария и Михаил, меня огорчает, что люди вокруг мусорят, во дворе, подъезде, на детской площадке и т.д. Приходится за ними убирать, потому что я хочу жить в чистом городе. Коммунальщики не успевают, а люди мусорят до конца. Я не работаю уборщицей, и у меня есть дочь. Кто это, мальчик или девочка писала? Девочка. Уборщица. То есть от мужика вы не ждете, чтобы он убирал? Нет, тут... говорит, я не работаю уборщицей, она тут пишет. феминитив применен, понимаете? Понятно. Михаил, вы правда же огорчает, когда люди мусорят? У нас застранный городок, притом город пытается всем чистым сделать, у нас его убирают. А люди?
И вот я как-то даже напрягаюсь, знаете, многие имеют привычку мусорный пакет около двери выставить и пойти спать, видимо. Пусть другие не Ну, услышат. чтобы не пах дома. Ну, что он не дома. Нет, что пах, но не дома. Вот. И я жду, когда, наконец, мы будем какашки за собачками убирать. Вот, и не мусорить. Я, кстати, раньше мусорил, а с тех пор, как я изменился, у меня рука не поднимается. Соглашусь. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте. Откуда вы? Михаил, Мария, добрый вечер. Меня зовут Татьяна. А вы издалека? Очень приятно. Я из Сочи. Плохо слышно? Нормально. Нормально. Я про мусор с вами абсолютно согласна. Надо самим убирать, и тогда люди другие вокруг будут на тебя смотреть и тоже делать чище вокруг. По поводу... Слышно меня? Очень хорошо. По поводу того, что меня огорчает, хотела поделиться с вами. Вот раньше, когда мы были детьми, были там, в подростковом еще возрасте, время как-то неспешно шло, и все успевалось, и было даже время помечтать. А сейчас, когда становишься взрослым, бегаешь целый день, и работу хорошую работаешь, деньги зарабатываешь, и ребенок хороший, и муж хороший, и вечером приходишь домой, и кажется, так быстро день пролетел, и это очень огорчает, потому что не успеваешь как-то насладиться всем. А чем вы занимаетесь? Не хватает. У меня салон своей красоты. Красивый такой салон красоты? Красивенький, да. Понятно. Не, это прекрасно, когда жизнь кипит, и что прям даже времени не хватает. А тут есть еще одно огорчение у нас на WhatsApp было о том, что слушательница писала, что ей 50 лет, и раньше-то казалось, что все впереди, а сейчас уже кажется, что все позади. И вот это вот возраст огорчает. Вот я, знаете, что скажу вам, Мария? Вот я старше вашей слушательницы. Я даже еще жить, можно сказать, не начинал. Я думаю, как у вас так получилось? У меня, не знаю, так получилось. Мне все нравится в моей жизни. Лена, пишет, мне, говорит, психолог прописал объятия, там очень интересно написано, с любим человеком. То ли с любым, то ли с любимым. Как хочешь, так и понимай. Судя по тому, что пишет, а его пока нет, наверное, это все-таки любимый человек. Любой любимый человек. Так, и у нас был Дмитрий, которому не с кем было обниматься. Да, на Дмитрия он уже... Целая Елена. очередь стоит. Дмитрий на вас. 7977. Да. Ужас. Это еще не все. Помните Дениса, у которого не было секса для галочки? Денис спрашивает, есть ли вообще свободные женщины в Саратове? Добрый вечер. Итак, вообще в Саратове женщины есть? Да. Денис, у которого секс не для галочки. Добрый вечер. Галочка — это женское имя. Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, Мария, добрый вечер, Михаил. Меня зовут Евдокия, меня огорчает, что я очень долго отпускаю людей. То есть переживаю очень тяжело расставание. И вы их держите в подвале на шейнике и очень долго отпускаете? Долго принимаю ситуацию. То есть я разведена, у меня есть дочка, ей 4 года. Так. И я... А нас, Евдокия очень быстро отпустила. Давайте-ка еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Наконец, первый мужской голос. Да, вам солнечный привет из города Ташкента. Ой. Собираюсь туда уже 3-й год, между прочим. Но сейчас-то уже... У вас там лютуют эти меры, да, безопасности. Всех с аэропорта куда-то перевозят. Я слышал. Да, именно так. И именно это и огорчает, что закрыты границы. Жалко, да. Но я думаю, что рано или поздно мы увидимся. Я буду выступать в Ташкенте. Я на это очень надеюсь. Как вас зовут? Руслан. Руслан, а чем хотите вы поделиться? Огорчает то, что закрыты границы, никуда не можем передвигаться. Но вы же можете в Бухару, например, поехать. В Бухару можно... Самарканд. Каждый вечер ездить, вы же знаете. Самарканд, Бухара, Хива. На Хива, и не надо никуда дальше. Я бы сам туда поехал бы. Мы уже здесь были по несколько раз. Хочется за пределы теперь Узбекистана. Я думаю, что придет время, и мы все окажемся. Вы за пределами Узбекистана, а я в пределах Узбекистана.
А Мария специально для вас, Яна, 22 года. Говорит, вы какой-то город уютный сказали, городок, а название Яна пропустила. Не помните о чем? Москва, наверное, нет? Уютный городок Москва. Москва — это поселок городского типа. Не помню, в каком эфире. Михаил, но я, знаете, подытожу. Были огорчения, которые я не назвала, но, например, слушатели огорчает ситуация в Беларуси, огорчает ситуация в России, огорчает политика, огорчает присутствие ковида. В общем, какие-то глобальные проблемы, которые очень огорчают. Про ковид вообще никто практически не сказал. А вот в WhatsApp было такое. Вот оно как бывает. Нет, я не могу сказать, что он нас не огорчает. Друзья, что я хочу вам сделать какое тоже резюме. Значит, здесь одна девушка, я сейчас уже не помню, тут очень много сообщений, написала, нормально ли это, что она огорчается каждый день. Это, во-первых, ненормально, во-вторых, это депрессия, скорее всего. У людей даже здоровых, у невротиков огорчения есть. Эти огорчения связаны с тем, реальным, что в их жизни вот происходит. Не от того, что они придумывают себе, а от того, что... И здоровый человек, он или принимает ситуацию, или и не огорчается, или он меняет ситуацию и опять не огорчается. Это его отличает от невротика, который ничего не меняет и не принимает ситуацию. То есть ему надо огорчиться, и для этого ему надо на чем-то, как сказать, заморочиться, говоря по-русски. Поэтому, друзья мои, если вы хотите жить счастливо, радостно и получать от жизни удовольствие, вы или поменяете что-то в жизни, чтобы не огорчаться, или примите ситуацию, чтобы тоже не огорчаться. Потому что огорчаться — это нехорошо. Это нехорошо есть. Хорошо есть не огорчаться, а не радоваться. Будем огорчаться, будем обниматься. Да, обниматься будем и до вторника.